Вот уже 10 лет «Орел и Решка» призывает всех путешествовать и изучать мир. Каждую неделю мы доказываем, что даже за небольшие деньги можно провести интересный уикенд в любом городе мира. Но из-за эпидемии коронавируса границы закрыты. Мы путешествуем онлайн. Это безопасно и это ответственно. Нашими ведущими стали друзья Орла и Решки со всего мира. Всем привет! Алоха! Мы из города Тампере, Финляндия. Города Будапешта. Я нахожусь в Ванкувере. Я нахожусь в Исландии. Благодаря вам мы узнаем, как мир постепенно выходит из карантина и как люди начинают жить заново после стольких дней заточения. Что мы делаем после снятия карантина? Мы лично с подружкой едим. Просматривая ваши видео на этой неделе, мы пришли к выводу, что наконец-то время всеобщей паники позади. Уже никого не пугают маски и прочие ограничения. Весь мир привык к карантину и начал приспосабливаться к жизни в новых условиях. Google работает, а в Гугле никто не работает. Сегодня с нами снова друзья Орла и Решки со всего света. Всем привет! Привет из Таиланда. Из солнечного Сингапура. Тироль, Австрия, Чикаго, Кёльн, Берлин. Вместе с ними мы узнаем, как в Германии научились устраивать безопасные концерты, как можно делать деньги из мусора, если основная работа заглохла, лучшие кулоны в моей жизни. как продолжать путешествовать, пока не летают самолеты и не ходят поезда. Это полностью деревянный кораблик, такой пиратский, чтобы бороздить океаны. И, наконец, мы вместе с итальянцами впервые выйдем на улицу после 2 месяцев строгой самоизоляции. Милан выходит из карантина. Выходит из карантина. Всем привет! С вами снова Орел и Решка? Розовая Решка. И сегодня мы с этой прекрасной девушкой по имени Настя прилетели в Манчестер. Меня зовут Алекс, и мне 7 лет. Я нахожусь в городе Манчестер. У меня школа закрыта. Я во 2 классе. Но мы делаем онлайн-уроки. You could have I would like to make a Lion King poster. Oh, the Lion King, what a good choice. Отправляемся на прогулку Bridgewater Canal. Гуляем вдоль канала, но все соблюдают обязательную дистанцию 2 метра, уступают друг другу дорогу. Такие миленькие. После улицы надо мыть руки. И наш премьер-министр Борис Джонсон сказал, нам надо петь днем рождения 2 раза, тогда моем руки. Я хочу, чтобы быстрее карантин прошел у нас. И у вас в России тоже, или где вы. И мы ждем Орел и Решку переезжать к нам в Манчестер еще раз опять.
Пхукет – это остров в Андаманском море, утопающий в густой бирюзе тропического леса. Привет из Таиланда! Меня зовут Настя Гавриленко. И в этом своем специальном репортаже для «Орла и решки» я расскажу вам о жизни на удивительном острове Пхукет. Туристов на острове по-прежнему нет, но русских экспатов достаточно много. Они живут здесь большими семьями, ведут бизнес. И об одной такой нашей соотечественнице я хочу рассказать вам немного подробнее. Привет, меня зовут Елена Кондратьева, я владелец агентства недвижимости на острове Пхукет. Сейчас моя работа перестала приносить мне доход, поэтому мне пришлось превратить свое хобби, а именно переработку пластиковых отходов, в бизнес. А вот это уже новый враг последствий эпидемии. Таких масок сейчас, к сожалению, выбрасывают все больше и больше. Йогурты, ложки, соки, трубочки – все здесь, все на шикарных пляжах Пхукета. С одной стороны бутылки, банки, кожурки и этикетки, а с другой стороны вот такая красота. Ты отдельно высыпала, разложила зажигалки, зубные щетки, гору трубочек, крышечек. Это мы сможем переработать. Но как переработать? Мы из этого не сможем сделать какие-то другие предметы, да, которые мы можем использовать, а мы просто можем их измельчить и, скажем, закатать в цемент. То есть сделать дорожное покрытие, либо кирпич, из которого можем построить дом. Есть такие технологии. Но вот отдельно хочу отметить микропластик. Это как раз те именно кусочки, на которые распадаются бутылки. И пластик не исчезает с нашей планеты через 500 лет. Он просто становится меньше и меньше и растворяется в море, делая из него пластиковый суп. Это опасно даже для человека, потому что человек ест рыбу, которая питается микропластиком. Да, давай посмотрим на сам процесс, что я могу сделать уже сегодня своими руками. Так, держи очки, держи крышку. Ага. Я включаю аппарат, и кидаешь крышку. Это все похоже на мамину мясорубку. Теперь эту кружку нужно засыпать в хлоридне. Да? Еще? Это называется инжектор. Сильнее, сильнее, сильнее. Да. Господи, это лучшие кулоны в моей жизни. Вот это все. Это твой фан, это твое хобби, или это то, что приносит деньги, это твой бизнес. Но когда я покупала это оборудование, я совершенно не задумывалась о том, что это может быть каким-то прям бизнесом. Но сейчас нас пригласили делать детскую площадку в один резорт. Начали активно общаться с ресторанами, барбершопами, отелями, предлагать какую-то сувенирную продукцию. Тироль – самый высокогорный район Австрии. 87% территории
– это неприступные скалы. И лишь небольшие участки земли в долинах пригодны для жизни. Hail to the days that merit more praise than all the rest of the year. And welcome the nights that doubles delight as well with the poorest of beer. Привет, меня зовут Ирина. Сегодня 12 мая, и я снимаю специально для «Орла и решки» из долины Циллерталь, Тироль, Австрия. Сейчас покажу подъемник. Вот он подъемник. Сверху платформа, горнолыжный курорт. Долина Циллерталь. Сейчас он закрыт, как мы видим. Ни один подъемник не работает. Вообще, Тироль – это самое туристическое место Австрии, особенно долина Циллерталь, самый туристический регион. Но сейчас тут совсем нет туристов. Здесь сейчас находятся одни местные и коровы. У нас тут подружки. Коровы как раз сейчас поднимаются на горные пастбища, именно туда, где зимой находятся горнолыжные склоны. Вообще здесь очень много животных, все занято коровами, лошадьми, овцами и, кстати, оленями. Привет! Как проходит ваш карантин? Никто не заболел? Все здоровы? Их содержит местная ферма. Можно прийти и спокойно, бесплатно покормить их морковкой. Чем можно заняться во время карантина в Тироле? Например, покормить оленят. Сейчас локдаун отменили, мы можем спокойно перемещаться, гулять. И почти каждый день мы гуляем, катаемся на велосипедах. Практически все местные сдают апартаменты, дома, квартиры туристам, водят экскурсию и так далее. Сейчас весь туризм заснул. Все отели закрыли одним днем. Сейчас покажу вам. За поворотом откроется мой любимый пейзаж. А вон едет тот самый известный красный циллертальский поезд. Он идет через всю долину из Янбаха в Майерхофен, в известный горнолыжный курорт. Я очень счастлива, что живу здесь, в Циллертале, уже 7 лет. И этот локдаун показал, что очень важно ценить то место, где ты живешь. И очень важно жить там, где тебе нравится, с теми, кого ты любишь. Не болейте. Ой, ну что-то совсем не жарко, да? Не ной. Доброе утро, друзья! Это «Орел и решка. Перезагрузка». И мы в городе небоскребов и ветров Чикаго. Всем привет, меня зовут Галя. Я Всеволод. Мы находимся в самом медленном городе мира, Чикаго. Мы делаем эту съемку для «Орел и решка». Ну что, вы готовы посмотреть, как живет Чикаго во время карантина? Поехали! At the winning card
ride. Мы находимся на парковке одного из самых больших супермаркетов в городе. Если вы все это дело видите, вы видите, что все здесь пусто. Ну, фактически здесь нахожусь конкретно я и гусь. Мы просто гуляли, захотели попить кофе. И, увы, это не получится сделать просто так. Обязательно надо конкретно скачать application и сделать оплату онлайн. Почему? Потому что физически ни деньги, ни карточки, ни магазины, ни, собственно, кофейня в центре города не принимают. Ты делаешь заказ онлайн, ждешь своей очереди, вот, собственно, как все люди, и конкретно тебя называют твое имя, ты забираешь свой заказ. Вот так все происходит. А сейчас мы приехали в офис. Это место нашей работы. Мы с Галей работаем в одной из самых крупных транспортных компаний в Чикаго. Ну и сейчас мы хотим вам показать, как это все происходит во время карантина. Пойдемте в офис. Сейчас здесь все пусто, все рабочие места перенесены домой, и до окончания карантина мы все будем работать из дому. Во время пандемии транспортную индустрию отнесли к essential business. Essential переводится как неотъемлемый, обязательный. То есть по факту сейчас получается так, что водители, ребята, которые едут в фурах, они и есть те рыцари, которые в блестящих доспехах по факту несут жизнь Америки. Я имею в виду, они доставляют медикаменты, воду, питание, все, что нужно. Даже президент Америки Дональд Трамп конкретно выступал с пресс-релизом в поддержку этой индустрии. Давайте поговорим хотя бы с кем-то из ребят, чтобы понять, что они чувствуют сейчас и как это на самом деле сейчас работает. Это Джордан. Джордан занимается, он водит конкретно вот эту фуру, то есть этот трак, как их называют в Америке. Okay, Jordan. So, basically, tell us like a couple words what actually changed after the pandemic started. So what's going on around in a trucking? Sure. On a week-to-week basis, immediately after the United States. С тех пор, как Америка начала предпринимать меры по борьбе с пандемией, появилось очень много грузовиков на дорогах. И первое время вообще был дурдом. А потом все закрылось. Я рад, что американцы восприняли ситуацию серьезно. Они стали меньше покупать. Потребность во многих товарах пропала. Но из-за этого некоторые водители потеряли работу. Эту ситуацию сейчас переживает весь мир. И мне кажется, именно из-за этого мы все стали близки. Что я здесь, в США, что люди в Европе. Мы все через это проходим вместе. Думаю, нам всем стоит сейчас заботиться о здоровье друг друга. Поэтому я продолжаю носить маску и призываю всех соблюдать социальное дистанцирование. Я бы хотел обратиться к своим коллегам-водителям. Соблюдайте меры безопасности. Вы нужны Америке. Вы нужны миру. Давайте продолжать работу. Всем привет! Мы группа друзей, которая решила оригинально провести самоизоляцию. Поэтому мы нашли этот деревянный корабль и бороздим на нем моря Индонезии. Вот как это получилось. Мы начали подготовку еще в 10-х числах марта. Прочитав новости в интернете, мы поняли, что ситуация на самом деле серьезная. Встретились с нашими друзьями и решили, что будем проводить самоизоляцию вместе. Пришли к тому, что мы хотим купить кораблик деревянный, большой такой, что можно было, как в «Пираты Карибского моря», по Индонезии, стране 20 тысяч островов. Здесь можно путешествовать, даже находясь на карантине, чтобы не сидеть в 4 стенах. После этого мы начали этап закупок. На это ушла целая неделя. Мы просыпались рано утром, ездили по всем магазинам, скупали все, что можно, потому что мы решили готовиться на целых 3 месяца. Смотрите, сколько у нас тут коробок. Вон, ребятки грузят вон там. Вот наш скарб.
Начали готовиться, осмотрели варианты с яхтами, с островами. Начали искать лодку, где можем ее сначала арендовать, потом купить. В итоге мы ее купили. Пойдемте покажу корабль. Это 2014 года постройки корабль, 32 метра, называется Финси. Это полностью деревянный кораблик, такой пиратский, чтобы бороздить океаны. Мы его оборудовали так, чтобы можно было на много месяцев вперед плавать и без остановок где-либо. То есть у нас дополнительные холодильники с едой. Там у нас поставили 2 топливных еще танка по 1000 литров каждый с бензином. Да, кухня. Вот, так выглядят каютки, очень красивые, комфортабельные, с красивым как видовые. Пресная вода, душики. А сейчас мы идем вниз, там, где у нас живет команда, 8 человек, которые обслуживают лодку. Вау, а вот и наша команда. Да, здесь живет наша команда, а вот тут сердце корабля. Вот стоит наш повар с маленькой дочкой. Здесь у нас запасы продуктов. Вот очень важные запасики. Каждый день мы фридайвили на разных невероятной красоты коралловых рифах. Там было супер красиво, но при этом настолько же опасно. За одно погружение мы могли встретить несколько видов ядовитых и опасных для жизни существ. Одни из немногих оставшихся сейчас travel-блогеров, и у нас, наверное, самая классная самоизоляция. Всем привет, меня зовут Владимир Домнин, я студент языковых курсов. Уже более 1,5 года я проживаю в Германии, неподалеку от города Кёльн. И находимся мы уже на карантине более 2 месяцев. Но его действие начинает потихоньку спадать. В городе Дюссельдорфе состоится один большой концерт немецкого рэп-исполнителя. Но так как вы знаете, что нельзя собираться большими группами, большими толпами людей, то этот концерт будет необычным. Он будет проходить в кинотеатре. Это будет автокинотеатр, и концерт будет называться «Автоконцерт». Я думаю, что очень будет интересно, потому что я очень много чего слышал про эти концерты. Из машин выходить нельзя будет, можно будет слушать лишь находясь в ней. А как это все будет выглядеть, давайте посмотрим. Довольно большая очередь, мы стоим, никто не лезет, ждем нашу очередь, чтобы заехать. Как вы видите, очень много народу, и сцена находится вон там. Für alle neu eingetroffenen Gäste, herzlich willkommen im Gottfried Schulz Autokino Düsseldorf. Ich weiß nicht, ich hätte gar nicht auf sich Menschen in diesem Auto. Ja, es lässt der Puff Papa grüßen und tritt hier in deine Fresse mit den Busfahrerfüßen. Mach die Peace-Mische auf, rote Briefe, während deutsche Rapper Geld gammeln für Dosenbiere. Все сигналили, все включали поворотники, аварийки, и это было круто. Эта идея очень правильная и правильно продумана. Это было супер. Доброе утро! С вами Орел и Решка, перезагрузка, и мы в Сингапуре. Маленький, никому не нужный, захудалый рыбацкий городишко
без грамма угля, без капли нефти и пузырька газа за 60 лет превратился в азиатского гиганта. Всем привет! Меня зовут Лара. Передаю вам привет из солнечного Сингапура. И специально для выпуска «Орел и решка» расскажу вам и покажу, как выглядит карантин по-сингапурски. Не такие строгие правила, как в Европе. Мы все-таки можем гулять, бегать и выходить на улицу по необходимости. То есть это они его даже не называют карантином, а именно введение определенных ограничений и правил. Те, кто продолжает работать из офиса, например, как я, нам необходимо скачать это приложение Trace Together, и оно работает по Bluetooth. Каждый раз, когда ты приходишь на работу, оно должно быть включено. Таким образом, Сингапур может отслеживать, если, например, кто-то заболеет, общались ли эти люди вместе. И каждый раз, когда мы сейчас едем на работу, нам нужно скачать это приложение на телефон, и оно должно быть включенным. Так как я работаю в основном в сервисе, то есть это тот сервис, который не может работать из дома, соответственно, я езжу на работу. Это мой выбор ездить на такси, потому что мне не хочется ездить в общественном транспорте. Теперь рядом с торговыми центрами достаточно много такси, которые ждут клиентов. Раньше такого не было. Но при этом, при всем, не снизилась цена на такси. Так, первым делом, когда мы заходим в офис, мы сначала дезинфицируем руки. И далее на каждого человека, каждого сотрудника выдается бесплатная маска. Hello! Can I get your mask? Розовенькая. Так, можно видеть то, что в офисе никого нет, кроме нашего отдела. В нашем отделе висят такие напоминания о том, что нужно держать дистанцию между собой. И также в кафетерии видите везде разметки, что можно успеть только одному человеку, либо должна быть дистанция не менее 1 метра. Эти места, где мы можем стоять близко друг к другу. Выходить на улицу можно только по одному. Эти правила введены с 7 апреля по 1 июня. Хороших новостей, что вводят послабление. Это значит, с 12 мая будет открыто больше магазинов, например, пекарни, будет открыто ветеринарные магазины. В лифте тоже везде стоят разметки. Где крестики стоять нельзя. Соответственно, максимум 4 человека, даже 3 на лифт. Несколько дней назад ввели правило о том, что с животными нельзя гулять на территории жилого комплекса. Поэтому мы только можем выйти на улицу, так сказать, за пределы комплекса, поэтому мы сейчас выходим. На самом деле, я думаю, что самые довольные в карантин – это домашние животные, потому что сейчас все сидят дома. Да, я выхожу на работу, но мои сожители, они все работают из дома, поэтому он очень доволен, что никто никуда не уходит. Смотрите на него. Вечером Сингапур становится еще краше. Свет неоновых огней погружает в атмосферу новогодней сказки, где небоскребы — это ели, украшенные лампами гирлянд, где лазерное шоу напоминает праздничный фейерверк, а яркие инсталляции — бенгальские огни, которые кружат голову и заставляют поверить в чудо. Вот другого слова просто не могу найти.
Фэншуй. Полный фэншуй. Итак, сейчас мы находимся у самого известного отеля Сингапура Marina Bay Sands. Вы можете видеть инициалы Сингапура SG. Весь Сингапур объединяется, чтобы пережить этот момент вместе. Знаете, удовольствие, конечно, очень сомнительное. Ходить в маске днем, вечером, утром, неважно в какое время. В Сингапуре очень жарко, поэтому приходится терпеть, когда заходишь в помещение, точнее домой. На этом месте обычно вечером, каждый вечер проходит шоу фонтанов. Здесь сидит очень много людей и смотрят шоу на воде. Конечно, сейчас нет никакого шоу. И, если честно, я первый раз стою на этой площади абсолютно одна. Посмотрите, никого нет. Guten Tag, mein lieben Telezriteln. This is Орел и Решка. We in Berlin. Привет, меня зовут Лёля, и я являюсь частью проекта City Hackers Берлин. Сегодня 3 мая, и мы с вами отправляемся в знаменитый берлинский зоопарк, который только что открылся. И покажем и расскажем вам, как чувствуют себя животные. Мишка. В 2018 году Берлинскому зоопарку исполнилось 175 лет, и он не только самый старый зоопарк, но и самый большой в мире, не только по площади, но и по количеству представленных животных. Все это время, конечно, он поддерживался государством, но не только. В Европе распространена система Donation, и поэтому на сайте зоопарка всегда можно пожертвовать определенную сумму денег. На самом деле это очень круто оказаться в таком месте после 2 месяцев изоляции. Мы получили просто неимоверное впечатление, особенно моя дочка Ева. Ведь фактически в первый раз мы оказались среди людей, потому что это действительно такой, как глоток свежего воздуха. Привет! Меня зовут Ира. Сегодня мы снимаем специально для любимой передачи «Орел и Решка». Мы находимся в сердце Кремниевой долины возле университета Стэнфорд. Университет перешел на онлайн-обучение и закрыл свои двери для 17 тысяч студентов еще 7 недель назад. Удивительно смотреть и видеть эту зеленую зону пустой, вот даже газоны не пострижены. Для Америки это достаточно редкое явление. Но, наверное, в связи с карантином даже этот факт пренебрегают. Давайте вместе поездим по интересным местам Кремниевой долины и посмотрим, как там обстоят дела. Google находится в знаменитой Кремниевой долине. Ее часто называют силиконовой, но это неправильно. Она именно кремниевая, в честь того, что компьютерные микросхемы делают из кремния. Тут сосредоточены главные офисы гигантов околокомпьютерной отрасли. Apple, Microsoft, IBM, Amazon, Facebook, Google.
Эти компании определяют облик нашей с вами современности. Именно тут работают самые лучшие умы мира, за которые эти компании ведут беспрестанную борьбу. Мы сейчас в Google комплексе в Mountain View. Google работает, а в Гугле никто не работает. Раньше вот здесь стоял представитель компании Google, и можно было спросить любой интересующийся вопрос о компании Google. А сейчас никого. Все 23 тысячи сотрудников из этого Google комплекса трудятся из дома. О, смотрите, вот робот проезжает по тротуару. Скоро на улицах Mountain View роботов будет больше, чем людей. В долине животные всегда, в принципе, чувствовали себя достаточно комфортно. Но в нынешних условиях, когда еще и меньше людей на улицах ходят, так животные прям вообще разошлись и свободно гуляют, где им только хочется. Катались мы с вами, закончился бензин. Кстати, раньше был бензин почти по $4, сейчас значительно снизилась цена. Жалко только, что нельзя в Road Trip отправиться, а так хочется. Кстати, страховки сейчас тоже упали в цене. Люди ведь мало куда ездят, количество аварий значительно снизилось. Здорово, что дорожные службы пользуются такой ситуацией и по полной ремонтируют дороги. Когда нам гречка и пюрешка надоели, мы начали пользоваться таким сервисом. На сайте заказываем блюда, которые мы сами хотим готовить. Нам приходят рецепты и все ингредиенты, которые нужны для этого блюда. Вот в отдельных упаковках. И мы в домашних условиях все это сами готовим. Очень прикольно. Вот тут вот все ингредиенты, все есть. Очень прикольно. Ловите лайфхак. 8 вечера. Let's do this. 1, 2, 3. Почему в Америке воют? Вот много статей в новостях уже появилось. И вот здесь тоже пишут, что это способ, которым американцы выражают: «О, это отстой! Быть на карантине – это отстой!» От Калифорнии до Колорадо всюду 8 вечера. Американцы воют. Это как ритуал, чтобы сказать, что им это уже все надоело. Италия. 3 месяца назад она первой в Европе приняла на себя удар пандемии. Тогда жизнь этой страны превратилась в ад. Счет жертв коронавируса перевалил за 30 тысяч. А теперь Италия постепенно выходит из карантина и возвращается к жизни. Всем привет! Меня зовут Марина Чанкова, я журналист, и это видео я записываю специально для программы «Орел и решка». Сейчас я живу в Риме. Сюда я буквально сбежала из Милана, где я училась в университете. Накануне того, как закрыли регион Ломбардия, я в 11 часов вечера быстренько собрала все свои вещи, села в машину, ощутила себя фактически в Чернобыле и приехала к родственникам в Рим. Случилось это ночью с 7 на 8 марта, но уже через несколько дней всю Италию закрыли на жесткий карантин. С тех пор нам было разрешено выходить на улицу только для того, чтобы сделать покупки в супермаркете или же сходить в аптеку. Настолько пустых площадей на главных достопримечательностях Рима этот город не видал, наверное, еще практически никогда. Ну, сегодня все пользуются возможностью
кто здесь делает красивые, уникальные фотографии. Мая в Милане открылись очень большое количество фирм, но, к сожалению, парикмахерские, магазины, а также частные предприниматели, у которых есть какие-то торговые лавки, еще не могут открыть свое помещение. Но хочу сказать, что уже очень-очень много людей в Милане. И атмосфера такая прям позитивная. Все очень сильно рады быть на улице, все очень сильно рады. Сердечко бьется, и надежда все растет, что все наладится. Сегодня мой первый выход на улицу после долгого карантина. Я находилась на карантине 2 месяца и ни разу не выходила в центр города. Сейчас появились новые правила. Чтобы проехаться в общественном транспорте, тебе нужно надевать перчатки и масочку. Также они сделали специальные таблички, которые показывают, что здесь нельзя садиться. Таким образом, мы соблюдаем все дистанцию. So, are you living here? No, Я прилетел сюда, чтобы работать, участвовать в мероприятиях. Я шеф-повар. Ну и повидаться с друзьями. Но я тут застрял. Мой полет был отменен. Я только завтра полечу обратно домой, в Мехико. Oh, good. So you was locked down here, and it's your first day of liberty, yeah? Нет, не совсем. Я выходил, соблюдая меры предосторожности. Но это не то же самое, что сейчас. Нужно было быть очень осторожным, чтобы не попасться полиции. Было интересно увидеть Рим без людей, но в то же время это грустно. Расскажите, сегодня первый день свободы в Италии. Как вы себя чувствуете? Вы здесь живете? Да, я здесь живу. Мы сидели 40 дней почти на карантине. Мы сегодня как бы смягчили меры, но все равно я вижу, что улицы довольно пустынны, немного людей гуляют. Основное открытие будет 18-го, насколько я знаю. Ну, все равно многие люди воспользовались этой возможностью выйти гулять, потому что очень тяжело сидеть морально дома столько времени. А вы честно не выходили все это время? Выходил в супермаркет, ходил выкидывать мусор, но гулять я не ходил. Во-первых, боишься штрафа, я слышал, что штрафы большие, ну и просто как бы самоответственность, скажем так. Сейчас для местных жителей поистине уникальное время. Рим полностью принадлежит самим римлянам. И каждый из них миллионы раз мечтал про такое. Ведь местные жители славятся неким снобизмом по отношению к туристам, которые вечно путались под ногами и не давали возможности насладиться любимым городом. Но как только это стало реальностью, все местные мечтают вернуть все обратно как можно скорее. Прекрасно. Самая прекрасная галерея в мире.
Езжайте быстрее в Милан. Я хочу загадать желание, чтобы вирус COVID навсегда пропал. И все мы вернулись в эту прекрасную страну Италию. Милан выходит из карантина. Выходит из карантина. Боже мой, смотрите, люди появляются. Мы продолжаем обновлять ленту новостей в надежде увидеть главную. Карантинные меры сняты. Новых заболевших нет, а самолеты вновь поднимаются в небо. Мы верим, мир постепенно оживет. Каким он будет, пока не ясно. Но мы уже ощутили на себе, справляться с бедой вместе гораздо легче. Спасибо, что помогли нам и всему миру пережить самые трудные дни пандемии. Через неделю увидимся с вами в финальном выпуске «Орел и решка. Карантин». Глоток свежего воздуха. У нас, наверное, самая классная самоизоляция. Милан выходит из карантина. Выходит из карантина.